Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория, и у нас сегодня, я думаю, многие это ждали, у меня редко бывает это на канале, сегодня у нас слепые затесты. И сразу хочу сказать, что их мне прислала Саша. Саша моя подписчица, а еще она делится своей парфюмерной коллекцией, то есть, как она мне сразу сказала, это не ее бизнес, просто вот ее любимые ароматы, которые она покупает, она ими делится. Я обязательно оставлю ее Инстаграм, переходите, если вам что-то нужно. Меня, кстати, спрашивали, где заказать от Леванты, здесь. Вот, рекомендую вам Сашу. Так, друзья мои, это очень интересный, сразу вам скажу, слепой затест. Ароматы все разные, ароматы сложные. У меня вот тут вот есть записи мои. Я в этот раз решила записывать и первое впечатление, и потом, что приходит, информация сверху. У меня вот такие вот салфетки. У меня нет специальных блоттеров. Любые вот какие-то уже с напечатанными, вот у меня такие есть листочки, они все равно пахнут краской, и поэтому... Так, кошка пришла. И поэтому либо салфетки, либо ватные диски в этом случае подходят для тестирования. Все, где есть краска, все равно как-то может менять аромат. Особенно при слепых затестах. Давайте начнем. Давайте, у меня тут вот конвертики с ответами. Всего 10 ароматов. И я рада, что я записывала, потому что я несколько дней тестировала. Получается, сегодня вот третий день, как я тестировала эти ароматы. И, честно говоря, так как они все сложные, я думаю, что без записи просто можно вообще запутаться, рецепторы могут сбиться и так далее. Давайте начнем с первого аромата. У меня тут все в разнобой. Смотрим. Один. Я, конечно, вам уже, тут вы когда будете смотреть, я где-то тут. Обязательно вам буду уже писать название, да, флакончик вставлять, может, даже пирамиду. И, друзья мои, не забывайте, кстати, подписаться на мой телеграм-канал Victoria Day Life. И я там уже рассказывала об этом, там уже все в курсе. И туда же я дублирую, кстати, все видео. Если у вас проблемы с YouTube, то переходите. Так, на самом деле, очень многие ароматы мне казались знакомыми. Некоторые я точно понимала, что они просто пересекаются с каким-то ароматом, а другие прям вот, очень знакомые, но я так и не вспомнила название. Так, что у нас здесь? Здесь сразу чувствуются пряности, даже я чувствую тут как будто черный перец, а потом тут чувствуется такой именно деревянный шкаф, я ощущаю такой деревянный старинный комод. И вот в нем все эти специи, они такие сухие, аромат суховат. Тут еще я написала себе, что я чувствую пачули, ко всему прочему. Возможно, тут есть где-то роза, но аромат совсем не про нее. Как будто бы какая-то цветочность тут есть, но она где-то вообще на заднем плане. И еще я тут себе написала, что, может быть, есть какао, потому что вот есть какое-то вот ощущение, во-первых, горчинка есть какая-то, это, кстати, и пачули могут давать, но есть ощущение вот, что аромат сухой. Вот так вот. Я не знаю, что больше сказать. Давайте смотреть. Все, если я уже тут написала, ничего не добавила. Аромат, он с одной стороны вроде очень сложный, а с другой стороны вот в нем нет какого-то глобального изменения. Вот я его и на себе поносила, то есть я не чувствую, что он прям очень сильно там открывается и прям меняется очень сильно. Давайте, мне уже не терпится. Я просто... Некоторые ароматы я просто... Вы не представляете, как ждала. Так. Это... Боже, Саша, спасибо большое. Как красиво ты распечатала их даже в цветном виде. Спасибо большое. Это, как вы видите... А зачем я вам показываю? Я же, наверное, вам уже прикрепила. Фотографер. Я почитала больше по-испански. Это, наверняка по-английски. Геум, фотографер. Это свежий, пряный, песочный, древесный. Вот песочный. Вот я говорю, чувствуется в нем какая-то вот прям сухость такая. Что у нас здесь? Георгий Вуд. Джорджи Вуд. Это какой-то новый. Это даже не Акигала Вуд. Но, честно говоря, вот
в нем как будто бы акигалавуд сделали теплым. Вот чувствуется, что какая-то такая молекула, мускатный орех, вот он мне часто дает ощущение вот этого старинного такого комода деревянного. Песок, древесные ноты, солнечные ноты, розовый перец. Кстати, у меня нет ни одного аромата этого бренда, ну вот я все их ароматы как-то вот похоже ощущаю, поэтому я говорю, что-то знакомое, но я это не знаю. Саша, спасибо большое. Обязательно поношу этот аромат. Я вот, знаете, люблю сейчас, ну как сейчас, где-то у меня уже года 2 назад началось, я люблю тестировать и носить на себе то, что в принципе мне как пудровице, цветочнице, туберознице, иногда гурманнице, я не знаю, как это по-другому спрягать. В общем, я люблю просто выходить за рамки своих вкусовых привычек. Мне нравится. Мне нравится иногда, но часто я флакон не покупаю, часто ограничиваюсь от Леванта, маленьким, большим, но вот иногда для какого-то нового опыта, чтобы нейронные сети как-то там немножечко взбодрились, я люблю такое носить. Так что спасибо. Вообще мне очень нравится, что тут все ароматы разные и заставляют думать, заставляют шевелиться там все клеточки мозга. Так, дальше аромат, который, честно говоря, я почти уверена, что это он. Почему? Первое, из-за его аромата. Второе, да, я логическим путем пришла, что, скорее всего, Саша мне именно его прислала, потому что мы в Телеграме начали вообще заговорили, да, о том, что вот этот вот аромат, интересно какой он. Саша написала, а у меня он есть, я тебе его пришлю. А потом мы уже договорились до того, что слепые затесты будут еще интереснее, чем один аромат. И, в общем, я думаю, что это именно он. Я как бы понимала, что, скорее всего, он тут будет. Но вот мне кажется на 99,9%, что это он. Ну, это прям пахнет. Это пахнет панеттоне. Панеттоне, не знаю, как... Это, по-моему, итальянский бренд фрагранции. Я уже сказала, да? Это аромат также называется панеттоне. Это пахнет вот этой вот выпечкой. Это такой, так скажем, выглядит он как кулич. Но его вот в Испании, мне кажется, и в Италии, его едят именно на Рождество. Такой рождественский кулич. И вот он прям вот так пахнет. Вот такая корочка сверху, знаете, вот как я вам буду говорить кулич, чтобы все понимали, о чем речь, такая поджаренная, она же сверху там в такой бумажке специальной, да, пергаментной, а сверху вот поджаренная корочка. Цукаты, возможно, изюм там есть. И такое ароматное сдобное тесто. Такое немножечко, ну, прям вот лучший панеттоне, который можно себе представить, но традиционный. Это вот он. Такой апельсиновый цукаты здесь, цитрусовый. Но больше я такой апельсин чувствую. Очень-очень круто. Прям вообще это супер рождественский аромат. Это вот если вы хотите настроение себе рождественское, то вот вам он прям нужен. И когда он открывается, кстати, уходит вот эта вот корочка вообще подгоревшая, и он очень приятный такой, даже как куда-то вот уходит, как мне кажется, к базе, в такую немного апельсино-кремовую косметическую базу. Очень классный аромат. Ага, ну наконец-то я узнаю правду. Блин, я очень... Ой, извините. Я очень удивлюсь, если не он. Я, кстати, хотела заказать этот аромат вслепую. Не, сейчас я открою, вдруг это все-таки не он, да? Ну, кто знает. Нет, это он, я уже тут вижу. Да, это он. Ну, такой просто реалистичный аромат, реалистично передающий этот панеттоне. Видите, ну я-то вам там уже все вот здесь где-то нарисовала. Панеттоне, Милано фрагранции. Вот, горький апельсин, ваниль, ром, имбирь, блэквет. Что это, я не знаю. Мандарин. Просто потрясающе. Я, честно говоря, такой прям тут имбиря, вот
ярко не ощущаю. Он скорее как пряный здесь немножечко выступает. Ну, потрясающий аромат. И я хотела его, сейчас уже договорю эту мысль, заказать вслепую даже. Хотела, но потом отзывы были на вот этот парфюм не очень однозначные. И я решила не рисковать. Но вы знаете, почему, мне кажется, неоднозначно? Если вы когда-нибудь вот этот панеттоне обоняли, то у вас этот аромат сразу вызовет эту ассоциацию. И если нет, то вы будете думать, почему это пахнет каким-то подгоревшим куличом, почему какой-то вот странной выпечкой подгоревшей пахнет. Может рождаться вот такая ассоциация. Вот эта горелость, она может не зайти. Вот. А может и понравиться, если вот вам в принципе нравится вот такой аромат выпечки. Но я не скажу, что это, знаете, прям вот запах гари. Нет. Именно вот такая поджаренная вот эта вот корочка в духовке. Так, давайте их будем откладывать, чтобы не повториться. Двойка, да? Тройка. Тройка. Ой. И вот этот аромат, кстати, я даже сейчас боюсь пробовать, потому что он просто перебивает мне все вот остальные ощущения. Он очень яркий. Он просто бьет по рецепторам. Я чуть-чуть, да? Я вам прям совсем, чтобы напомнить себе, если, не дай бог, на себя попаду, он будет на мне вечность. Я уже отсюда чувствую. О, представляете, на каком расстоянии. В общем, друзья мои, это когда я первый раз его вот не боясь, да, вот так вот брызнула и сразу поднесла к носу, я почувствовала, ну, в принципе, я сейчас с собой соглашусь, терпко-фруктово-ягодный мед. Но теперь я как будто чувствую... ну это я и потом писала. Такое терпкое яблоко. Может, манго или маракуйя еще тут есть, я писала. Короче, это что-то очень фруктовое. И у меня есть аромат, который я не люблю. Прям вот у меня очень редко прям ароматы настолько не заходят. Это аромат от Blood Concept в таком белом флакончике. Он называется то ли МА плюс МА. У них, кстати, вот все странные названия. И вот он мне напоминает. Это вряд ли он. И я не буду его слишком вдыхать, потому что я боюсь, что я потом реально ничего уже не буду чувствовать. Ну вот он даже вот здесь вот довольно далеко лежит. Даже вот я туда положу, он прям заполняет уже всю комнату. И я его, когда еще первый раз тестировала, нанесла даже на себя, пошла в нем гулять и чувствовала от себя какой-то вот, как жвачку, такой шлейф. Ну, он у меня был на запястье, на мне было 2 кофты, и вот из-под вот этих 2 кофт шлейфил немножечко вот такой вот жвачкой этот аромат. Я даже подумала в тот момент, возможно, тут есть тубероза. Вот она дает жвачку, но сейчас я сомневаюсь. Мне, честно говоря, я не могу. Я вот когда гуляла, у нас довольно прохладно, я думала, может быть, летом вот это вот все как-то немножечко смягчится, но я не могу. У меня такая ассоциация сейчас с этим ароматом от Blood Concept. Не могу. На самом деле, наверное, в нем нет ничего неприятного. Такой яркий, фруктовый аромат. Но вот у меня просто идет уже вот травма ароматом от Blood Concept. Давайте откроем. Это номер 3. Блин, 14 минут, а я всего лишь номер 3. Я не знаю, как я вроде так быстро про все рассказываю. Номер 3. Ой, мне так интересно, что это. Я даже просто не могу определить, это ниша, это может быть масс-маркет, это люкс, я не знаю. Это прям такой аромат, я видела, он очень сейчас популярный. Именно я встречала у испаноязычных блогеров. Это Мэя от La Boya Paris. Черешня, мед, гибискус. Ну вот мед я правда чувствую. Огромный шлейф. Тут написано, я полностью согласна, что шлейф огромный. Но это прям такая супер ниша такая. Ну, я не знаю, может, я его ношу. Не знаю, я его носила. Ну, я не знаю, может быть, реально попробовать его в жару. Но он, конечно, супер стойкий. Гибискус. Вот мне кажется, гибискус, он тоже может давать какое-то ощущение каких-нибудь ягод. Понятно, что тут есть уже и черешня.
Ой, ну я не знаю. Кстати, в первый раз, вот я вот здесь писала это или нет, да, я написала, что что-то медовое, а Жан-Поль Готье мне еще это напомнило. И мне даже, по-моему, и вишню это напомнило. Вот. Ну, я просто тут написала ягоды. Я даже сначала подумала, что это что-то от Жан-Поля Готье, потому что этот мед очень узнаваемый. Но потом вот у меня это отношение к аромату менялось. То есть сначала он на меня не такое впечатление произвел, отталкивающее, пока у меня не родилась вот эта вот ассоциация с Blood Concept. Самое главное, что я надеюсь, что я что-то сейчас буду чувствовать после вот всего случившегося. Тем более следующий аромат я уже вижу свои записи о нем. Он такой довольно мягкий, нежный, такое пудрово-цветочное. Даже скорее, вот, по-моему, тут написала розовое облачко. Есть оттенок как будто зеленого мыла. Я так и написала. Что-то конфетно-сладкое появляется ближе к базе. То есть вот это вот немножко такой гурманики к базе. Еще написала, что, может быть, тут есть роза. Да, то есть аромат очень приятный, косметический, такой на каждый день, и очень приятная роза. Очень приятная. Если она тут есть. Если нет, то как бы в пирамиде, если нет, все равно для меня она тут существует. Такая приятная, нежная, косметическая роза. Я вот такую люблю, кстати, розу, именно косметическую. Она и свежая, но не вот какая-то, да, просто простушка. Так, я, кстати, недавно как раз у себя в Телеграме спрашивала про какие-то розы. И ищу любимую розу. Это мне нравится. Так. Это Лалейк Тендере. Ну вот, тут есть роза. Блин, интересно, это не снятый аромат? Смотрите. Не снятый? Тендере, ну, нежность, конечно же. Пудровые ноты, роза, груша. Груша тут очень приятная. Хотя я не чувствую отдельно, я просто не любитель. Не любитель груши. Может, есть роза. Кстати, есть еще ландыш. Вот есть такая свежесть в аромате. Мускус и ваниль. Ну, ваниль тут очень такая приятная, гурманская, но не в смысле съедобная. Ну, такая она очень-очень приятная. Ну, не бурбонская, да, не мадагаскарская. То есть она не перебивает весь аромат, она дополняет. Очень приятный аромат. Интересненько мне сейчас стало. Я, мне кажется, его не видела. Может, это снятость какая-то. Давайте дальше. 5. 5 аромат. Аромат. Мне кажется, я его сегодня носила на себе. Да. Угу. В общем, пишу и согласна с собой, то, что я написала, что вначале я чувствую укропчик, потом, значит, малосольный огурчик чувствую здесь. Причем укропчик почему-то засушенный. Но сейчас мне еще кажется, что какая-то кожаная нота есть. Ну вот она то есть. Кстати, на коже, по-моему, ее не было, а вот на блотере, на салфетке чувствую. Похож мне чем-то на первый, но свежее. Вот так вот я себе пишу. Тут точно есть сандал. Должен быть, я пишу, должен быть сандал. И, кстати, мне еще этот аромат напомнил Fleur de Santal от Attar Collection. Но когда я параллельно их носила, я поняла, что нет, это не он, но наталкивает на мысль, что сандал тут такой же. Там, кстати, сандал очень интересный. Я вот лично его то чувствую, то нет. А мне писали в комментариях, что девушка писала, что не может его носить, потому что вот у нее прям такой огурец соленый с укропом. Вот здесь я это чувствую, в Fleur de Santal не ощущала. Что еще? Еще написала, что он одеколонит. И это тоже объединяет их с Fleur de Santal. Кстати, вот эта вот одеколонистость, мне что там не нравится, что тут. Но я не люблю, когда ароматы одеколонят. Потом написала, что может тут лаванда нероли, сама с собой не согласна, нероли возможно, лаванда нет. Цитрусы, да, согласна. Потом еще пишу, что возможно тут ветивер или древесные ноты. Но из древесных я считаю, что тут сандал, ветивер,
Есть у сандала такой немножечко оттенок бывает, ветиверный, сухой. И вот он тоже немножко одеколонит. Что я дальше пишу? Господи, вы знаете, у меня вот отец, он хирург. И вот мне кажется, вот этот почерк, да, врача, он передается как-то по наследству. Я не знаю, что я написала, очень жаль. Что-то мне тут почудилось. А что мне почудилось? А потом... И не знаю, что там мне почудилось. Ладно, неважно. Ну все, ладно. Ну вот так вот. Вот так вот. Короче, это не Fleur de Santal, в этом я уверена. Нет, я не пойму, что у меня тут написано. Блин, так еще уверенно, главное, написала, прям так вот, знаете, так прям выделила. А потом почудились. Нет, я не разберу, извините. Пятый аромат. Тут салфетки некрасиво так лежат. Ну что же мне почудилось-то? Не знаю. Давайте открываем. Это открываем. Пытаюсь все разгадать. Правда, мне какая-то маржа мне почудилась. Моток, лоток. Что я тут написала? Господи. Так. Боже мой. Вот это номер. Cedrus от Хлои. Это аромат, который просто вообще очень популярный, такой на каждый день. За ним даже я смотрела как-то рилс в Ютубе, и там какая-то блогерша рассказывала, что прям везде sold out, все его ищут. Я не знаю. Мне кажется, я даже его тестила. Что самое-то интересное, да? В общем, что у нас тут в этом аромате? Древесные ноты. Это я почувствовала. Ветивер. Это я ощутила. Дубовый мох. Но это почему-то нет. Кардамон. Почему-то нет. И сандал. Вот сандал ощутила. Вот может кардамон с дубовым мхом как-то у меня с солеными огурцами. Ну, скорее всего, это сандал дает эти огурцы. Но ветивер-то я же сказала. Да, и ветивер, и дерево я сказала. Есть. Вот, кстати, друзья мои, если вам нравится этот аромат, и вот вы тоже видите, что он sold out, или там за ним гоняются, и он, кстати, довольно дорогой, да, я вам рекомендую потестировать Attar Collection Fleur de Santal. Этот аромат дешевле. Мне кажется, что он дешевле. Но они похожи. И, честно говоря, вот лично на мой вкус, да, если у нас совпадают вкусы, то Fleur de Santal, он лично мне, да, я их сегодня носила параллельно, даже вот мне больше нравится, потому что там есть такая молочность. Она не читается прям как стакан молока, она просто смягчает это все, и вот эту одеколонистость она тоже смягчает. То есть оно остается, этот аромат свежий, очень приятный на каждый день, но он более мягкий, он более чувственный, он даже, мне кажется, такой сексуальный на каждый день. Вот этот мне в какой-то момент даже показался больше в мужскую сторону. Но опять же, да, у меня холодная кожа, и поэтому, возможно, он там не открылся. Этот аромат, насколько я знаю, очень популярный. Большое спасибо тебе, Саша. Теперь я просто, мне кажется, стала более, так сказать, моя вот внутренняя парфюмерная коллекция очень сильно обогатилась. Вот, и я не куплю этот аромат, но я с удовольствием сношу этот пробничек, да, такой вот, и у меня вот оно останется, да, я буду знать, что это такое. Но я все-таки вот между этим и Fleur de Santal выберу его. Но с другой стороны, если кто-то любит вот такое посвежее, прям бодрящее что-то, то, конечно, лучше вот этот Cedrus. 6. Давайте. Угу. Что-то прям вообще тут у меня очень мало написано. И так... Почему так? Я поняла. Мне тут сразу же, вот причем так странно, такое редко у меня бывает, что прям вот сразу же я чувствую что-то такое амбро-деревяшистое. Часто это же гвоздь вылезает, а тут я прям это ощущаю вот сразу же. Потом я писала, что тут еще что-то такое
индольное чувствую. И чувствую, как будто, знаете, свеженапечатанный лист бумажной продукции, глянцевый какой-то журнал. Но вот мне очень мешает вот это вот, я не знаю, что это, может, это и не амбра дерево, ну, что-то похожее на него. Я этот аромат носила на себе, он перебивал вообще все, что оказывалось рядом с ним, любые запахи. Он такой довольный, ну, я его чувствовала очень хорошо. Возможно, из-за чувствительности вот к этому. Вообще я нормально отношусь к какой-то небольшой дозе амбра дерева, но просто здесь я не могу ничего другого ощутить. Он мне просто перебивает. Возможно, это вообще что-то в базе. Ну, вот бывают такие ароматы, что они все перебивают. А индол тут не как у жасмина бывает, а тут индол какой-то похожий на индол из Vanilla Sex от Tom Ford. Но аромат сам совершенно другой. Но вот этот индол похожий. У меня, видимо, к нему какая-то чувствительность. Причем, когда я читала про Vanilla Sex, там, оказывается, индолит вот ваниль. Вот есть такой вид ванили, да, вот цветок там ванили. Что-то там может индолить. Как оказалось, может индолить вообще все, да. Я раньше думала, что, ну, тубероза, ну, жасмин, понятное дело, иланг еще иногда индолит. Ну, оказывается, что угодно может индолить. Давайте посмотрим. Ничего себе, это какая-то... Это ванила какая-то? Это... Я прям расстроилась. Я так хотела этот аромат. Я уже даже думала, а не заказать ли мне его вслепую. Блин, у меня с этим брендом Atelier de Ors новая ванила. Вот это ваниль. Вот есть ваниль, собака, индольная ваниль. Вот это я вот уверена, что это она. Я потому что узнала ее. Вот это та же, которая вот у Vanilla Sex там много видов вот этой вот ванили. Немного, 2, по-моему, или 3 там заявлено. Это она же. А я все равно буду его носить. А вот я все равно поношу. Вот хотите, вот возможно, потому что амбра дерево на мне хорошо в жару. Я кирки обожаю носить в жару. Вот, возможно, мне надо этого носить в жару. У него оценка всего 3,6. А я поношу, потому что здесь ваниль, минеральные ноты, мускус, амбервуд и мимоза. Да, тут есть амбровое дерево. Ну и ладно, я все равно его поношу. Тут, кстати, вот эта вот индольность, она поменьше. Она поменьше, чем в Vanilla Sex. Я буду это носить. Почему вот я такая? У меня, кстати, есть такое. Я когда первый раз потестила Альдебара, помню, подумала, господи, хорошо, что я не заказала это вслепую. А потом я просто влюбилась в этот аромат. Я его поношу. Ну, потому что что-то есть, вы понимаете, вот прям я... Просто есть ароматы, допустим, вот этот вот, как у нас был 5-й аромат, Cedrus. Я вообще знаю, что перспектив у нас нет. Я точно знаю, что, скорее всего, я доношу просто из интереса этот левант, но не сложится. А вот здесь вот у меня вот бывают такие сложные отношения, но потом, значит, они вырастают прям в любовь с ароматом. Вот как было с Альдемараном. Вот здесь что-то такое же. Да, меня этот амбра дерево перебивает и бесит, но вот то, что я чувствую за ним, мне нравится. И он очень шлейфовый. Я говорю, он перебивал все. Скорее всего, если, так сказать, разогреть, да, мою кожу холодную, то здесь будет амбра дерево выполнять то, что и должно. Держать аромат, создавать шлейфовость, но остальные ноты тоже будут слышны. Короче, потом еще вам расскажу про него. Надеюсь. Так, 7-й аромат. Про 7-й хоть у меня побольше написано. Сразу вот первое, что я почувствовала, это малина и кожа. Причем мне так понравилось, было ощущение, что малина, пропитанная кожей. Это прям первые секунды. А потом я думаю, ну что-то знакомое, такой сироп, прям насыщенный, фруктовый сироп. И эта кожа, она как-то начинает трансформироваться, она уже почему-то звучит... Если сначала прям ощущение такой
грубой кожи, то потом она как будто превращается в такую мягкую замшу, такой сладко-кислый сироп, тут я пишу фруктовый, а потом нота какая-то такая похожая на коноплю, что есть здесь. И я так мягко подвожу к тому, что это аромат просто очень похож на Наркосис Вертус. Очень сильно. Ну, возможно, это он и есть. Мне больше нечего сказать. Этот аромат, вот если первые секунды там еще было, как я сказала, как будто трансформация, может просто так мой организм его воспринимает, то потом это просто аромат, очень похож на Наркосис Вертус, и он никак дальше не изменяется. Очень стойкий, очень шлейфовый. Тут много таких ароматов, кстати, и когда я заходила в комнату, они просто кричали, один перебивал другой. Но я разделила, я по 5 в день тестировала, и потом какие-то еще на себе носила. Так, давайте. 7. Не буду больше ничего рассказывать, мне больше просто, все, Толя, такое есть, такое есть. Никаких сюрпризов не преподносит. Так, давай. Так, сразу скажу, вижу, что тут уже, что это не он. Да что ж такое-то? Это вот этот вот бренд очень сейчас популярный. Ну надо же. Пея от Лабоя Париж. Фруктовый, амбровый, древесный. Персик, амбервуд, миндаль, ваниль, карамель, лесной орех. Странно, но тут амбервуд не так громко. Возможно, вот что-то его перебивает. Но мне очень, очень напоминает Наркосис Вертус. Странно. Но мне нравится. Мне, кстати, как и Наркосис Вертус нравится, так и этот 8. Кстати, очень мало написала про этот аромат. Он очень сложный. Надо сейчас вот его нанести вот на себя еще заодно. Очень мало написано, хотя аромат очень сложный. Написано мало не потому, что аромат такой, знаете, 3 ноты. Нет, 3 ноты тоже бывает сложный аромат. Ладно, сейчас. Что я тут написала? Что-то индольное, картонная коробка и что-то сладкое, очень абстрактное. И, может быть, есть табак. Вот что я написала. Но вот звучит это очень странно по моему описанию, но мне нравится. Это такое что-то непонятное. Вот эта вот картонная коробка, как я назвала, мне так нравится. Я люблю, вот когда в аромате есть фиалка или ирис, которые вот дают вот это ощущение бумаги или свеженапечатанного глянца. Ну, возможно, тут есть ваниль, кстати, возможно. Вообще абсолютно ни на что не похоже. Вот тут, кстати, надо сказать, что это абсолютно ни на что не похоже. Аромат приятный, несмотря на то, что тут есть индольность. Я не знаю, как его. И он, кстати, мне не кажется, что он вызовет у кого-то какое-то вот отторжение, несмотря даже на такую странность. Мне он очень приятный. Возможно, тут даже есть какая-то, что-то есть пачули, потому что есть какая-то еще нота горчинка, как какао или шоколада. Но именно вот оттенком. Тут вообще все оттенками. Все. Тут нет ничего в лоб. Это очень сложная работа, мне кажется. Это прям высокая низшая парфюмерия. Высокая нишевая парфюмерия. Я не знаю, что. Еще есть какой-то, возможно, цветок какой-то холодный такой. Не знаю. Давайте откроем. Давайте не будем ни меня, ни вас томить. Аромат очень классный. Кстати, вот я не чувствую, чтобы он как-то менялся. Он как будто не меняется. Но тут, слава богу, нет никаких вот ни акигала-вудов, ни амбер-вудов, что мне нравится на самом деле. Ну это вообще неожиданно. Батюшки, вот это номер. Я ожидала, что это просто такая нишевая ниша. Это никогда не видела этот аромат. Это Валентино. Нет, не так. Валентина. Господи, Валентина. Это Валентина Мир Ассолюто от Валентино. А это снятый аромат? Боже мой, это так сложно.
просто, это вообще не люкс. О, боже мой, очень приятно. Да, тут есть жасмин, тут есть кожа, тут есть мира, ваниль, иланг-иланг, мускус. Что тут дает картонную коробку, я понятия не имею. Вот, ну, иланг может, да, такую немножко индольность иногда давать. А коробку что тут имитирует? Кожа, наверное, такая. Но я вообще вот даже сейчас знаю, что тут кожа. Нет, нет. Я ее не так себе представляю. Это просто, вот у меня сейчас просто взрыв мозга. Вообще, я вот была, если где-то я вот еще в других ароматах была не уверена, да, что это ниша, то здесь я вообще была на 100% уверена, что это ниша. Я хочу этот аромат. Хочу. Но мне кажется, это снятость. Я не видела его. Вот делали раньше. Прикиньте, это не снятость. Вообще тогда я удивлюсь, что я ходила мимо. Так, все, друзья, мы на финишной прямой. У нас 2 аромата. Давайте, девяточка. Я вот не знаю, надо ли резать вот это видео или вот прям так сплошняком выложить, как думаете? Мне кажется, что можно выложить, чтобы прям, знаете, такие, как были вот эти вот слепые затесты от Рандеву. 8 чувство. 8, 7, 9. Какое чувство там? 6? Все перебрала. Короче, это просто, это аромат, он просто вынес мне мозг. Я его знаю, я его носила, я чувствовала его шлейф. Я помню, ехала в машине, вот так вот делала, и думаю, господи, ну я же знаю, что это за аромат. И я не смогла это вспомнить. Это, сейчас я вам прям, вот это у меня рассказ, вот это просто сочинение, вот отсюда начинается, вот сюда вот идет, и вот это все я о нем писала. Это белоцветочно-кремовый на каждый день, нежное молочко для тела. Это, возможно, тубероза, жасмин, но мягкий, флёр де оранж, нероли, потому что есть свежесть. Очень женственный, что-то напоминает. Я написала Жадор Диор, напоминает, но это не он, написала я. Возможно, тут есть ландыш. Все одно и то же. Есть еще какая-то вот, ну это, мне кажется, вот как от нероли, какая-то зеленушка, какое-то вот ощущение крема. Я, короче, я не знаю. Я когда увидела вот этот вот цвет, да, ой, давай, я подумала, ну это что-то, наверное, такое, то, что похожее на, еще не брызнув, я думала, что это на кокаин Франк Бакле похоже. Но это точно не он. Потом я думала, возможно, Жасмин Фрик еще до того, как брызнула, но это точно не он. Ну, это вообще вот на что-то такую вот жидкость, которая, я знаю, не похожа ни на что. Я не понимаю. Это знаете, как вот иногда ты вот не можешь вспомнить, ты точно знаешь этого актера, вот видишь его лицо, но не можешь вспомнить его имя. Вот тут такая же история. Кстати, аромат красится, видите? Вы же уже название его видите. Очень красивый. Еще была у меня одна идея, что это Амброзия ди Фьори от Gucci, но потом я тоже ее отмела. Мне кажется, там, во-первых, не такая жидкость красная, во-вторых, похоже, но вот что-то не то. Он прям такой густой, кремовый, и вот в шлейфе вот такая свежесть, какой-то вот, как будто зеленый стебель. Возможно, даже и роза тут есть, но такая белая. И такая фоном не прям не про розу аромат, больше про белые цветы. Давайте открывать. Я не знаю, что еще придумать, что еще сказать вам. Надеюсь, вы меня слышите. Давайте откроем. Мне так интересно. Я просто вот все эти дни ходила, и я не могла. Вот у меня просто что-то вертелось, и она такая... И нет. В голове такой нет. Не, ну я не знаю этот аромат. А почему-то у меня было вот ощущение, что я его прям знаю. Очень странно. Очень странно. White Soul Gold and Diamonds от Ted Lapidus. Ну, наверное, просто он похож на те ароматы, о которых я говорю. Тут жасмин, амбра, орхидея, гелиотроп, цветок апельсина и нероли. Цветок апельсина, да, тут чувствуется, и нероли чувствуется. И жасмин. И вот какая-то цветочность, тут орхидея, ну вот я думала, может, белая роза.
Вот, ну, удивительно, что я его не знала. Точнее, что я его как будто бы знала, а это аромат, который я вообще первый раз вижу в жизни. Ну, звучит он. Я не знаю, сколько стоит этот аромат, этот Лапидус. Но мне кажется, недорого он должен стоить. Но звучит это прям дорого. Красиво. Я даже когда носила, я думала, ну, это может быть и люкс, а может быть какая-то вот ниша. Некоторые, да, делают такую простую, понятную, приятную нишу, похожую на люкс. Ну, вот очень он такой плотный, густой. Поэтому вот я еще думала, что Так, ниша. Ну все, последний аромат остался. Интересно, конечно. Надо будет потом на фрагрантике посмотреть, с чем этот аромат сравнивают, потому что, ну, по мне, так он просто вылитый, вот этот вот, который у меня придуманный в голове, который я как будто знаю. Меня еще относило, почему-то я Жадор, Диор, вот куда-то в детство меня относило. У моей мамы просто был Жадор, Диор аромат. И вот меня куда-то в детство относило, когда я вот чувствовала этот шлейф. Все, десятка, друзья мои, видео. Просто кошмар какой большой получается. Ну, тут 10 ароматов, извините меня. Что-то сладенькое. Кстати, когда я вот только его брызнула, мне даже чем-то напомнил аромат от Slide Jones Lab Sweet. Но это скорее не он. Потом мне еще напомнил, господи, скажите мне, Италика от Ксержов. Но это тоже не он, потому что Италику я даже решила сравнить. Нет. Похоже в области, сейчас вам скажу, что, орехи, что тут у меня? Десерт, вот десерт. Такая мягкая десертность есть в аромате, но он не сказать, что гурманика такая прожженная, стопроцентная, мягкий аромат, нежный, сливочно-ванильный, сахарный рожок, как будто бы пишу я тут. Но структура такая пудровая. Ну да, такой аромат летящий, как будто рассыпчатая пудра. Еще написала, что это гурманика в моем стиле. То есть у меня есть такое направление гурманики, которое я люблю. Это там есть что-то и косметическое, обычно ближе к базе, но и какая-то такая гурманская часть. Даже, возможно, допустим, крем для тела, который ароматизирован как какой-нибудь ванильным десертом. Но обязательно чувствуется, что это крем. Потом, значит, ненавязчивая гурманика, не приторная, сбалансированная. Потом написала, что тут есть ореховые оттенки, похожие на фундук или горьковатый миндаль. Вот миндалем мне чем-то напомнила Италику, но ни в коем случае нет, потому что когда я брызнула Италику, я поняла, насколько это разные ароматы. Этот вот сразу же, вот он тут же приятный. Италику, когда я первый раз в жизни вслепую потестила, он меня просто напугал ее старт. У меня просто вот так вот глаза выпучились. Такой он какой-то был отталкивающий, вот когда первый раз в жизни ее я тестировала. Потом я просто влюбилась в сам аромат, в его шлейф красивый. Но старт меня вот тогда, помню, прям оттолкнул. Тут сразу он стартует приятно. Что когда я носила его на коже, вот тут я написала, что как будто в базе опять какое-то амбре-дерево вылезло. На блотере очень приятно, это на блотере не проявляется, а вот на коже как будто в базе что-то такое опять стало проклевываться. Не знаю. Давайте откроем. Давайте, не буду вас томить. 51 минута. Баклава Рояль Навитус Парфамс. Амбервуд. Амбервуд. Ну, что ты будешь делать с ним? Ну, как я сказала, что, в принципе, я к нему спокойно отношусь, если он сильно не перебивает. Здесь вот он, по крайней мере, как я сказала, вот на блотере, на салфетке вообще не перебивал, на коже он стал. Но он, конечно, делает аромат стойким и шлейфовым. Это от него не отнять. Тут заметный шлейф написан, я сказала, даже огромный. Что у нас тут? Фисташки, миндаль. Ну, ты чувствовала вот что-то такое вот. Даже не фундук. Но на самом деле чувствуется ореховость такая. Мед. Ну, может быть. Но вот я говорю, для меня это вот мед, наверное, с ванилью. Это вот не такой вот, как в том аромате, вот во втором. Третий аромат у нас был. Мея, по-моему, называется, да? Ну, вы поняли, какой. Вот там прям мед. Вот сразу прям мед и мед. Здесь он скорее такая мягкая сладость. Приятная. Как будто бы и мед с ванилью сразу перемешали. Ну и чувствуется вот какой-то сахарный рожок. Ну, чувствуется. Что я сделаю? Бобы тонка. Бобы тонка я очень люблю.
Но здесь они скорее просто вот придают какую-то сладость такую мягкую, но они не такие вот, как, допустим, в Альдебаран. Там прям такие аромат на самом деле очень сильно про бобы тонка там. Не буду сейчас туда уходить. А здесь они, ну, к сожалению, амбервуд. Ну, что ж ты будешь делать-то с тобой? Ну, ладно, ладно. Огромное спасибо Саше, просто вот огромнейшее. Я с таким количеством классных ароматов познакомилась, друзья мои. И если вы живете здесь и вам вот не знаете, где заказать аромат, какой-то интересный, у Саши, кстати, еще сеты продаются, обязательно обратите свое внимание. Очень интересные ароматы. Вот просто самые необычные, очень разные. Это важно, потому что, знаете, когда вы, допустим, сет заказываете, а вам присылают одно и то же, ну, это как минимум это неинтересно. Ну, если вы не хотите, да, например, там, пудрово-цветочный, чтобы у вас был прям сет пудрово. А если вы хотите какие-то новые впечатления, то вот это просто супер. Я получила огромную массу новых впечатлений, удовольствия. Мой мозг просто закипал от работы. Хотя куда уже я этот испанский учу, но тут он немножко еще напрягся, да, в другую сторону. Вот, я в восторге. Надеюсь, вам понравилось. Саша, большое тебе спасибо еще раз. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, не забудьте подписаться на этот канал, поставить палец вверх, нажать колокольчик, потому что YouTube сейчас так просто видео не присылает. И что там еще надо? Обязательно пишите в комментариях, какие ароматы вы знаете, что вас удивило, как вы относитесь к амбервуду вот этому нынешнему, или акигала вуду, нравится вам или нет. Все, друзья, спасибо большое. Мы провели с вами очень много времени. И я вас всех целую, обнимаю. Желаю вам новогоднего настроения. Всем пока. Увидимся в следующих видео.